Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами будет обзор на новую для меня продукцию торговой марки Royal. Ссылочку, как обычно, оставлю в описании. На их сайте продается не только эта торговая марка, но еще довольно-таки обширный перечень других всевозможных торговых марок и оттенков. Также у них есть моделирующие гели и большой перечень всяких разных ногтевых штучек. Итак, в этом заказе я для себя собрала большущее количество сиреневых всевозможных красно-сиреневых оттенков и немножечко светлых типа серенького, что-то такое, розовеньких цветов. То есть довольно-таки спокойная цветовая гамма, которая универсально подойдет в принципе на любой сезон. Все оттенки классические двухслойники, на типсы, если чуть-чуть пожирнее, можно нанести и в один тон, но на руках клиента будут работать четко в два тонких слоя. Переходим непосредственно к моделированию. Сегодня у нас в клиентах Настя, и мы ей решили сделать перенаращивание. То есть снять старые ноготочки и заново поставить в форму и нарастить новые. Зачем все это делается? Во-первых, мы ей не перенаращивали уже давным-давно. Как бы там ни было, в течение носки материал, во-первых, теряет связь с ногтевой пластиной, и тогда могут начаться отслойки со стороны свободного края. И в то же время, если у нас сложные руки, как в этот раз у нас пальчики такие себе вздернутые, вверх растущие, так вот и ноготки с течением многих коррекций просто теряют свою форму. В данном случае нам нужно будет сделать перенаращивание и заломить формы на этих ногтях очень сильно вниз, для того, чтобы компенсировать вверх вздернутый пальчик. Это опять же анатомическая особенность этих рук. Ничего с этим не сделаешь. Точно так же на моих руках очень сильно вниз растущий указательный палец, который я поднимаю, а потом вы все спрашиваете, что у мастера под ногтями. Если кто-то еще вдруг не в курсе, посмотрите рубрику «Сам себе мастер», я там очень подробно останавливаюсь на этом вопросе. Мы же тем временем подставляем формы, делаем подрезочки, вырезаем форму по форме свободного края, чтобы у нас бумажный шаблон стал максимально четко под наш ноготочек, и будем с вами производить моделирование. В данном случае будем делать волшебный аквариумный дизайн. Мы делаем тоненькую прозрачную подложку. На этапе подложки нам нужно обязательно проследить за тем, чтобы нигде никаких капель у нас не возникало. Далее при помощи камуфлирующего акрилатика выкладываем ногтевое ложе. Сразу же контролируем длину, высоту усиков. По высоте усиков здесь как кому больше нравится. Можно заводить усики сразу в точке вроста натуральной ногтевой пластины. Я же люблю поднимать усы намного выше. Я так люблю, так любят мои клиенты, в этом ничего нет плохого. И как я это называю, это френч на вырост. То есть в течение еще ближайшего месяца он будет находиться в нужном месте, и даже следующую коррекцию можно будет сделать без поднятия линии улыбки. То есть линия улыбки будет находиться еще довольно-таки на приемлемом расстоянии. После того, как у нас выложены все яйца удлинений, мы опиливаем бортики. Бортики нам нужны для того, чтобы линия будущей улыбочки была максимально чистая, без каких-либо огрехов. И далее переходим непосредственно к моделированию. В данном случае гель-лаком прокрашиваем свободный край.
Я взяла два оттенка, вот такой вот темно-сиреневый и розовый цвет, и сразу же по мокрому делаю между ними какие-то разводы. Сначала наношу тонкой кистью, а потом крупной кистью просто перемешиваю крупными мазками, чтобы получилась какая-то интересная фактура. Чем интереснее получатся здесь разводы, тем интереснее в дальнейшем будут выглядеть наши ногти. В данном случае на подложке мизинчика у меня получилась небольшая дырочка. На самом деле ничего страшного, дальше у нас пойдут блестки, дальше у нас пойдут стразики, поэтому эту дырочку мы закроем какими-то крупными элементами и в дальнейшем перекроем моделирующим гелем, поэтому ничего страшного с этой дыркой не будет. Итак, для украшаловок мы выбрали для начала жидкую слюду, а потом смешали блестки с моделирующим гелем и размазали их по поверхности. С чем мы столкнулись? С тем, что вот этот вот гель-лак практически не имеет остаточной липкости, поэтому к нему не очень хорошо прилипают какие-то крупные элементы. Для того, чтобы они прилипли хорошо, их приходится смешивать с чем-то, например, с моделирующим гелем. И в данном случае в середину ногтя я решила запихать вот такие вот конусные пластиковые стразинки, которые из себя показали просто великолепно. Во-первых, они очень легко опиливаются, совершенно не звенят ни по фрезе, ни по пилке, то есть пилятся абсолютно как гель. Очень мягенько и хорошо. И даже после опила, даже в толщине материала эти блесточки выглядят просто потрясающе. Они продолжают блестеть, как будто искорки. Ну и как вы понимаете, перекрываем аквариумный френч и опиливаем. Явные излишки материала мы снимаем изначально при помощи фрезера, все остальное на чистую опиливаем пилочкой. Кто давно у меня на канале, знает, что на канале есть схема опила формы современный миндаль. Если кого-то интересует, погуглите, поищите, обязательно найдете. Если не найдете, напишите, оставлю ссылку. Ну а теперь все самое интересное — прорисовка. Мы с клиенткой решили, что мы хотим ярче ногти. То есть получился очень такой нежный, спокойный вариант. У нас практически соединились между собой розовый цвет удлинения и розовый цвет на кончике. То есть видно разницу, но хотелось бы поярче. Поэтому, поскольку мы любим поярче, мы решили белой красочкой продублировать линию улыбочки, ну и дополнительно по френчику сделать буквально-таки парочку полосочек, которые подчеркнут глубину нашего дизайна и добавят каких-то таких натуралистичных прожилок типа камень, не камень, в общем, что-то типа того.
Перекрываем финишем без остаточной липкости, и мне понравилось, как он блестит. Напоминаю, ссылочку на используемые материалы оставлю в описании. Ищите там все вот эти приколюхи. А тем временем у нас получились вот такие ноготочки, сияющие, волшебные, очень глубокие, вживую смотрятся просто потрясающе красиво. Если мне кто-нибудь объяснит, как же убирать вот эти вот пушинки с ногтей, чтобы их не было при ближней съемке, я буду благодарна, пишите в комментариях. А тем временем у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Пока.